Что мы делаем с Вероникой? Мы смотрим на руки. На самом деле у нее классно свет отражается на глаза, и глазки подсвечиваются. Как будто она читает руки. Спонтанное видео, друзья. С Вероникой мы договорились поснимать в обеденное время, а в Турции в полдень. Солнце у тебя находится над головой. Как следствие, супер жесткий, мега контрастный, противнейший свет-теневой рисунок, щурящаяся модель, синяки под глазами, все течет, камера плавится, тебе супер жарко. В общем, жесть. Вообще для многих фотографов съемка в таком освещении это табу. Просто потому, что такой свет очень сложно реализовать. И еще сложнее его обработать. Но сделать классные кадры все же возможно. Давайте разбираться. Идея использования такого вертикального света остается каноничной. Для нас важна мягкость светотеневого рисунка на лице. И задачей становится преобразование, преломление, отражение солнечного света от каких-либо поверхностей. Так как на своих съемках я в принципе не использую отражатель, у меня его даже нету, в ход в качестве отражателя у нас шло все подряд, включая руки. Сначала я воспользовался белой плиткой на балконе. Я постоянно прошу модель смотреть на меня немножко из-под лобья. Это нужно для того, чтобы свет, отраженный снизу вверх, падал на лицо в более фронтальном виде. Также мне показался очень красивый момент, когда солнечный свет отражался напрямую от ее рук, и несколько кадров ушли в серию. Свет, отраженный от рук, приобретает более теплый оттенок в сравнении с оригинальной температурой источника света. Поэтому далее я воспользовался нейтрально-серым отражателем, простым журналом с белой страницей. Уйдя в портер, мне удалось изменить положение света. Вертикальный вектор сменился горизонтальным по отношению к лицу. Тем самым солнце спустилось на уровень глаз. Кстати, анатомическая впадина у края глаза позволяет солнечным лучам простреливать глаз насквозь, тем самым его подсвечивая. Выглядит невероятно, и, кстати, тут нет искусственного высветления радужки. Я такое положение модели и источника света в пространстве относительно друг друга называю позой светящийся глаз. Ну потому что прям глаз светится. После мы сделали еще несколько портретов стоя. Вероника просто держала журнал в руках рядом с лицом. Эти портреты я снимал на Sigma 85 мм f1.4 Art. Свет, падающий ей на затылок, который является светом контровым. Основной свет отражается от журнала, от белой страницы. Мы долго ее искали, но в результате получается очень классная, контрастная, супер крутая схема на свете. Равки с нашей съемки ты найдешь у меня в телеграм-канале. Не забудь подписаться. А разобранные на слои PSD файлы с моей обработкой у меня на Бусти и на Патреоне. Там вы можете поддержать мое творчество денежкой, и я вам за это безмерно благодарен. По обработке. Для начала мы проявляем RAW в максимально нейтральном балансе белого и широким динамическим диапазоном. У вас есть highlights и shadows, ползунки, просто их разводите, и будет вам максимальный DD. Далее немного пластики. Так как я снимаю на широкий угол с точки съемки снизу, надо исправлять перспективу лица, потому что все объекты, которые максимально приближены к камере, они увеличиваются. Так как подбородок ближе к камере, чем лоб, соответственно, подбородок становится более большим. Уменьшаем нижнюю челюсть и увеличиваем глаза. Далее я накидываю две группы корректирующих слоев, которые высветляют фон, так как он слишком темный, у нас слишком контрастная сцена, что в принципе и происходит в яркую солнечную погоду. Вторая группа затемняет и проявляет объем в самой модели. Обе группы я локализую с помощью маски, которая создается в один клик через функцию Select Subject. Очень классная функция, которая обтравливает вашу модель по умному контуру, сама его определяет, даже каждый волосок отдельно обтравливается просто идеально. Особое внимание стоит уделить ретуши кожи. Даже с идеальной кожей, как у Вероники, вы получите немного рваный свет-теневой рисунок, так как журнал отражает свет неравномерно из-за распечатанных на нем фотографий. Поэтому без частотки нам не обойтись. Выбирая радиус фильтра, убедитесь, что в низких частотах вы не видите поры лица. Ну а далее по накатанной. Если вы не знаете, как делать частотку, посмотрите мой подробный гайд по всплывашке. До, после, до, после. В дополнение я приумножаю уже и так яркие глаза через Dodge and Burn на сером слое. Делаю это прям самую малость. И накидываю атмосферный эффект дымки. В завершение сжимаю до 2560 пикселей по длинной стороне и накидываю зерна.
картинка становится сногсшибательной. С портретом на 85 мм похожая ситуация. Проявляем RAW, и чтобы заново не создавать все эти корректирующие слои, мы просто копируем их с предыдущей фотографии. Не забудьте, что перед тем, как сделать частотное разложение, желательно выполнить трансформацию пластикой. И после уже частотным разложением править текстуру. В конце я по классике накидываю легкое осветление глаз и довожу цвет до необходимой кондиции общей серии. Мы с Вероникой нашли еще одно классное место. Здесь просто сушится полотенце. И это полотенце очень классно рефлексирует на ее лицо. И личико становится супер светлым. А также у нас солнечный контровой свет. И получается все очень-очень контрастно, здорово, красиво, круто, объемно, атмосферно, перспективно, вау. Я уверен, что многие, попав на этот балкон, сразу убегут в квартиру, к хорошим интерьерам, в погоне за простыми кадрами. Но не стоит недооценивать ваше внимание. Просто уделите минуточку на поиск новых ракурсов и классного света. Здорово, а сейчас ручки еще к себе. Да, локти можно свести ближе и вниз локти, и у тебя руки, пальчики, да. Во, идеально. Останься. Класс. Тупо полотенце для ног стало идеальным отражателем света, который, правильно расположившись в пространстве, трансформировался в каноничный мягкий источник света. Мы поработали с Вероникой на этой локации, не знаю, минут 15, наверное. И у нас вышла вариативная съемка, ведь в сочетании с широким 24-мм углом можно отлично работать и с перспективой тела. От вас требуется лишь следить за композицией, передним и задним планами и динамикой постмодели. Так, здесь есть еще одна очень интересная особенность. Отражение находится под точкой линии глаз, то есть свет падает на лицо снизу. Такой свет является неправильным, но неправильный он не значит, что он плохой. Неправильный свет — это тот цвет, который падает снизу вверх, и мы можем его использовать в своих целях. Он добавляет своей некой атмосферы, которая может, просто-напросто смотреться нестандартно, очень круто, интересно, мистически, возможно. И как раз у нас ровно такой портрет и происходит. Тем более я сейчас использую 24 мм. На 24 мм портрет становится еще менее привычным, он становится менее стандартным, потому что здесь играет перспектива, играют немного другие вытянутости перспективы лица, форма лица даже немного начинает изменяться. Это здорово, можно реализовать очень классную идею. Вот сейчас портрет становится чуть-чуть контрастным, потому что Ника находится очень близко к полотенцу, но если она чуть-чуть назад отойдет, вот, все, свет становится намного мягче, и она уже может опустить чуть-чуть носик, и глазами посмотреть на меня. Все, пушка просто становится потрясающе. А сейчас пальчики к рту поднеси чуть поближе, да? Во. Отлично. Класс. Шикарно. А волосы расправь. Прям руки в волосы, да. И носик вниз. Ага, еще разок. Есть. Это было очень круто. А вот для съемки в полный рост я решил развесить полотешко во всю длину. Таким образом, отраженный свет падает не только на лицо модели, но и на ее платье. Повернись сейчас к полотенцу спиной. Да, вот. Да. Класс. Готово. Кажется, это было здорово. В общей сложности после первого отсеивания с SD-карты у меня получилось 47 фотографий. Из них нам нужно выбрать те, которые мы будем обрабатывать. Давайте посмотрим с первой. И я быстренько, как правило, листаю. Бридж оптимизированно показывает фотографии. Определенно мне хочется взять какую-то фотографию из этого ракурса, где Окинариф у нас между двух полотенец застряла. И мне здесь безумно нравится, как ветер раскидывает ее волосы. Есть какая-то динамика в кадре. На остальных кадрах вроде этого нет. Поэтому я ставлю этот кадр, нажимаю на 8, у меня в
фотография помечается зеленым флагом, и, соответственно, потом я ее и обработаю. И едем дальше. Здесь мне не нравятся отрезанные руки, я, наверное, пока что эти кадры брать не буду. Хотя вот здесь уже все выглядит намного интересней. Здесь отрезанная рука, так лучше не делать, потому что отрезанные конечности в кадре смотрятся не совсем круто. И, конечно, хотелось бы, чтобы Вероника у нас смотрела в кадр, а не на полотенце. Вот какой-то из этих кадров. Без руки. Здесь слишком темная часть лица. Хотелось бы чуть более открытый портрет. Ну, вот этот. Но, к сожалению, он не в фокусе. Фокуса нет. Но, на самом деле, если вы берете и сравниваете просто два кадра, к примеру, этот и этот, вот, честно говоря, здесь нет руки. Плохо. Здесь расфокус, но зато классная, красивая рука, открытое лицо, глаза, смотрящие на нас, и прям, ну, не знаю, на мой взгляд, это самый лучший кадр, поэтому я и возьму именно его. Ничего страшного то, что он не в фокусе, потому что когда вы загрузите этот кадр в Инстаграм, особо расфокуса будет и не видно. Едем дальше. Какой-то крупный портрет с волосами, тоже здесь очень красиво. Давайте, наверное, возьмем этот. Огромные, просто огромные пространства с волосами. Мне они очень нравятся. Можно даже этот кадр взять. Даже с учетом того, что здесь просто куча непонятного. Ничего страшного, пускай это будет. И какой-то кадр нужно взять из этой серии. Вот, это 100%. Вот этот однозначно. Мне нравится динамика тела. Мне нравится положение рук, симметрия. Мне нравится постановка света. Яркая часть лица, достаточно контрастная. В глазках у нас яркий блик. Все класс. Съемка с жестким светом — это крайне сложная штука. И также крайне сложная штука — обработка этих фотографий. Вы можете скачать равки у меня в телеграм-канале, откройте их, попробуйте покрутить, обработайте, потом результат скидывайте мне же в телеграм-канал, в комментарии, посмотрим, что у вас выйдет. Ну а PSD-файлы с моей обработкой на Boosty и на Patreon. Я надеюсь, вам понравился такой формат видео. Если это так, лайк, подписка на канал. Мне будет приятно. И до новых встреч. Пока.